Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня я приготовлю невероятно вкусный, высокий и очень пышный пирог с вишней. Готовится этот пирог совсем несложно, из доступных продуктов, а получается таким красивым, аппетитным. Обязательно досмотрите видео до конца. Давайте начинать. Сразу подготавливаем форму. Пирог готовится быстро. 32 сантиметра и 22. Высокий довольно-таки. Так как форма стеклянная, смазываем растительным маслом. Особенно боковинки. Потому что я буду обязательно пергаментом выстилать. Если у вас силиконовая форма, то не смазываем. Только стеклянную, либо железную. Подготовила пергамент по форме. Так, чтобы оставались ушки. Чтобы мы с вами могли беспрепятственно вот так пирог извлечь из формы. Все, готово. И сейчас готовим тесто. 5 яиц комнатной температуры. Выливаем в емкость. Сюда же 3 грамма соли, 10 грамм ванильного сахара. И я подготовила 210 грамм сахара. Сейчас будем взбивать до светлой пышной массы. И постепенно будем добавлять сахар. Взбивать будем где-то 3-4 минуты. Понемногу добавляем сахар и взбиваем. Посмотрите, какая масса у нас получилась. Белая, пышная, глянцевая. Взбивала 6-7 минут. Добавляем 250 грамм сметаны. У меня 20% жирности. Заранее доставайте из холодильника, чтобы она не была сильно холодной. Буквально 15-20 секунд смешиваем. Сюда же добавляем 30 мл растительного масла без запаха. И сюда же добавляем растопленное сливочное масло, охлажденное, 120 грамм. Сейчас нам нужно лопаткой, нам уже миксер не нужен. Аккуратно промешиваем и на этом этапе уже включаем духовку. Если она у вас с конвекцией 170 градусов, без конвекции 180. Духовка должна хорошо быть разогрета. Все, достаточно буквально вот так вот несколько раз, чтобы пышность сохранялась, чтобы пирог получился очень пышный и нежный. Вот такая масса получилась. Отдельно просеиваем муку 380 грамм. Все будем постепенно добавлять, чтобы масса оставалась пышной. Сюда же добавляем крахмал 25 грамм. И сюда же добавляем разрыхлитель 15 грамм. И все просеиваем. Крахмал дает нежность пирогу. Смешиваем сухие ингредиенты. В этот пирог вы можете еще добавить цедру, лимона, либо апельсина. Но так как здесь у нас ванильного сахара 10 грамм, он будет очень ароматный, ванильный. Все готово. И сейчас постепенно добавляем к общей массе. Добавляем вот так, встряхивая массу, несколько приемов и промешиваем. Вот так, снизу вверх. Так, чтобы у нас не было ни промеса, поэтому захватываем всю сухую массу. Очень удобно это делать венчиком, либо миксером на низкой скорости, чтобы масса не осела. Все хорошо промешиваем, чтобы на дне никаких сухих элементов не оставалось. Долго вымешивать не нужно, чтобы пирог оставался нежным. Вот такая масса у нас должна получиться. Убеждаемся, что у нас нигде ни промеса нет. Посмотрите, вот такая ленточка должна быть, не жидкая. Тянется лента, видите? Все готово. Готовим крошку. 120 грамм муки. Сюда натираем холодное масло, 80 грамм.
обваливаем в муке и на крупной терке. И продолжаем. Сюда же добавляем щепотку соли для баланса вкуса. И сейчас нам нужно в крошку перетереть, но не делать ее слишком мелкой. Если у вас крошка будет немножко крупная, она будет хрустящая, очень красивая, ароматная и очень будет презентабельно смотреться. Такой пирог можно приготовить и на праздничный стол, и на обычное семейное чаепитие. Вот такая влажная крошка у вас должна получиться. И сейчас мы сюда добавляем сахар, ванильный сахар. Вот смотрите, мелко ее не мельчим. Ванильного сахара 5 грамм. И сюда же добавляем 70 грамм сахара. Смешиваем. Помним, что крошечка у нас должна быть крупная, не мельчим ее. Вот так немножко прижимаем. И раздавливаем пальчиками, вот так, чтобы у нас везде все соединилось. Вот так раздавливаем и оставляем крупными кусочками. Вот такая крошка должна быть. Готовьте ее сначала крошку, а потом в холодильник ее отправляете на минут 15. 10-15 достаточно, чтобы она была более хрустящая. И уже потом приготовлением теста. Все, отправляем в холодильник. Подготовим ягоду, любую, у меня вишня, 450 грамм, освободила от косточки. И сейчас нам нужно смешать с крахмалом и с сахаром. Если у вас вишня очень кислая или ягода любая очень кислая, то вы добавляете 30 грамм. Если, как у меня, очень приятная вишня, мне нравится, не сильно кислая она, добавляю 20 грамм сахара прямо перед самым приготовлением, потому что слишком много влаги даст. И крахмал, чтобы потом она мякиш за собой не тянула. И вишня получилась красивая. 15 грамм крахмала. И сейчас все вот так быстренько смешиваем, чтобы каждую ягодку крахмал и сахар обволакивал. Ягодку не берите слишком крупную, вот средняя должна быть. Она прекрасно будет смотреться в пироге. Очень хорошо сочетать вишню и абрикос, вишню и голубику. Просто идеальный пирог получается. Все, мы все хорошо смешали аккуратно. И начинаем формировать пирог. 2/3 теста распределяем в форму. Делим на 2 части. Одна чуть больше, вторая меньше. Распределили. Еще немножко можно добавить, так, чтобы у нас основание было пышное, красивое. На такую форму можно и на 8 яиц готовить. То есть прибавить можно в 1,5 раза пропорцию. Ягодка уже дала сок, и мы выкладываем на расстояние. Так в разрезе будет очень красиво. Более крупные вишенки хорошо вовнутрь, а более мелкие оставлять наверх. Крахмал начнет работать, и он не даст мякишу быть слишком влажным. Сильно притапливать не нужно, ягодка сама опустится в момент выпекания. Если вы готовите с голубикой, то оставьте ее только наверх. Она очень красиво запечется. Все, у нас серединка готова. И сейчас остальную часть теста тоже выкладываем вот так поверх лопаткой. И распределяем. Слегка вот так распределяем. Особо сильно тоже не стараемся. Сейчас ягодку выложим, и крошка у нас все прекрасно закроет. Я люблю, когда именно внизу больше теста, а наверху меньше его. И сейчас мы сверху выкладываем ягодку. Точно так же, на расстоянии. Вот здесь уже мы ее немножко притапливаем. Иногда появляется такой соблазн побольше ягоды положить. Тогда у вас мокрый будет слишком пирог внутри. Вот 450 грамм – это просто идеально.
Если вы готовите с замороженной ягодой, замороженной вишней, ее не размораживая выкладывайте. Итак, если сверху у вас голубика, то у вас должно уместиться в 450 грамм и голубика, и вишня. Любая ягода. И сейчас холодной крошкой посыпаем. Духовка у нас уже горячая. Посмотрите, как уже красиво смотрится наш пирог. Какой у него изумительный вид. В любое время года такой пирог просто прекрасно подойдет для любого стола. И праздничного, и каждодневного. Вот так присыпаем. Будем выпекать при 180 градусах без конвекции 55-60 минут. Первые 40 минут ни в коем случае не открываем духовку. Если вы в такое тесто добавляете какао, то вы можете крошку сделать из коричневого сахара. И сейчас отправляем в хорошо разогретую духовку. Выпекаем 55-60 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Если сильно зарумянится, слегка прикрываем фольгой, либо пергаментом. Наш пирог готов. Проверяем готовность не там, где ягода, между двумя ягодами. Проверяем, посмотрите, как у нас получается. В основном нужно проверять серединку. Абсолютно шпажка сухая и подрумянился верх. Так как у меня низ горит, я в газовой духовке выпекаю, поэтому я обязательно противень белый вниз, чтобы у меня не горело. Даем 20 минут отдохнуть и выкладываем на решетку. Там, где нет пергамента, обязательно проходимся либо ножичком, либо шпажкой. Берем за ушки пергамент и выкладываем на решетку. Посмотрите, какая корочка. Слышите? Нарезаем пирог. Итак, мои дорогие, посмотрите, какой замечательный пирог у нас получился. Высокий, пышный, очень нежный, с приятной вишневой кислинкой и ароматной хрустящей крошкой. Тесто совершенно не сухое, а вишня делает каждый кусочек особенно сочным и вкусным. Если понравилось видео, поддержите его лайком, напишите в комментариях, с какими ягодами вы любите готовить пироги, и поделитесь рецептом с друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового видео. Желаю вам всем мира и добра. Пока-пока.